Володя и Женя много-много-много работают. И редко бывает дома. Мы уже рассказывали, как они приходили к доктору со своими семьями и проблемами. Но вот что было потом? Папы, вас я попрошу остаться, сказал доктор. Предстоит серьезный мужской разговор. Меня, собственно говоря, ребята, в нашем мужском разговоре Ничего не интересно. интересует следующая позиция, с которой я предлагаю вот просто эту сценку себе представить. Давайте. Она классическая в рамках отечественной ментальности. Два человека, мальчик и девочка, сделали третьего. Так. И вот они забрали его из роддома. Пришли домой, склонились над этой кроваткой и смотрят на него. При этом ситуация развивается следующим образом. В большинстве случаев ни он, ни она ничего не знают о том, что надо делать дальше. Но она думает, что она знает. Знает лучше, я бы так сказал. Ну, может быть, в принципе, Конфликт знает. ситуации должен быть. Дальше. Что? А он уже вот тут начинается конфликт. Конфликт. Что делает он в этой ситуации? Ну, что делает вообще мужчина, когда он не знает? Он говорит, да делайте, что хотите. Да. Правильно? Да. То есть ситуация имеет место? Имеет. Имеет. Что происходит дальше? Дальше он занимает очень выгодную позицию. Да. То есть она на диване или она просто в стороне, это не принципиально. Но как бы события не развивались потом, он говорит, довела, а я предупреждал. Ну, это когда что? Это когда ребенок... Заболел, уписался, укакался, плохо себя ведет, обозвал папу нехорошим словом. Понимаете? Виновата она, потому что она правильно или неправильно его воспитывала. А обратную ситуацию вы не рассматривали? Обратную ситуацию я еще не видел. Я хотел бы сделать все для того, чтобы мужчин привлечь к детям. Да. Вот на уровне принятия решений. Хотя бы потому, что в принятии решения возможны логика, здравый смысл, эмоции, сопли и так далее, да, и инстинкты. И очень часто, когда женщина приходит с ребенком с роддома, вся в гормональной перестройке, вся уставшая, когда стоять больно, лежать не в моготу, грудь болит, он орет и так далее. Папы рядом нет, потому что надо же на это. Тут же расходы увеличились, редко надо вообще работать. Да? И она принимает решения. А решения эти продиктованы страхом за его жизнь. А главное проявление этого, заботы, это чтобы не умер с голоду и не замерз. А потом мы же это все расхлебываем, эту любовь, да? Но, тем не менее, мы не можем прийти с работы и стукнуть кулаком и сказать, что так нельзя. Давай я решу, давай я скажу, когда надо что-то решать. Почему? Кстати, обратите внимание, приобретая автомобиль, у тебя есть автомобиль, у тебя есть автомобиль, ты однозначно думал о том, во что тебе обойдется сервис этого автомобиля. Ну, кто будет вообще его обслуживать? Ну, понятно. Ну, как правильно. Ведь понимаете, о чем идет речь? А когда ты заводил ребенка, тебя сильно волновала тема сервиса ребенка? Волновал, конечно. Я могу рассказать. Я отношусь к осмысленному. Я не могу так говорить, как о вещи о ребенке, да, но осмысленному заведению ребенка. То есть к планированию абсолютно. семьи, Я правильно? очень хотел ребенка, поэтому мы с моей женой, кроме того, что мы любили друг друга, мы решили жениться, да, пусть консервативно это нами навязанные правила, но я считаю, что они правильные, что ребенок должен появиться уже в семье. Мне кажется, это все не случайно придумано годами. Поэтому я, будучи достаточно взрослым человеком в 26 лет, да, мы решили завести ребенка. Поэтому, естественно, к тому, какой будет сервис у этого ребенка, естественно, мы думали. Мы не могли предоставить нашему ребенку дом и кучу нянечек, но мы предполагали собственную квартиру и нахождение вокруг ребенка бабушек и дедушек. То есть это абсолютно осмысленные были шаги. Это даже немножечко, знаете, страшно, потому что мы, я считаю, романтических таких натур должны были столкнуться с той действительностью, в которой мы все живем. С одной стороны, это страшно, планировать жизнь. А с другой стороны, заводя ребенка, это правильно. Это кажется, что... Потому что я почувствовал такой груз, приятный, но груз ответственности. Замечательно. И эти ответственности меня повсюду окружают. Садик. У меня нет времени, действительно, нет времени отвозить всегда ребенка в садик. Действительно, жена. Забирать ребенка. Действительно. Но в вопросе принятия решения, в каком садике, где окружение, какие дети, какие там преподаватели, что очень важно.
Я принимал какое, да? Моя жена, будучи настоящей хорошей мамой, объездила 25 садиков и сказала, вот эти 4 хорошие, и вот в эти 4 я пошел. Вот, ну, то есть нельзя сказать, что в силу того, что у меня нет времени, я вообще не занимаюсь ребенком. То есть я, ну, как, я же просчитываю какие-то вещи. Володь, Да. теперь давай я объясню еще раз, в чем стоит, собственно говоря, вот А то наша я задача. ни на что наоборот. то ответил. Вопрос, ты сказал, что ты, как отец, как лидер семьи, клана своей стаи, да? Своей стаи из 3 волков. То есть, да, что-то, как ты, как вожак стаи, Да, определяешь дорогу, по которой эта стая идет на водопой, скажем так условно. Да? Все, это замечательно. Передо мной стоит задача другая. Соопределяю. Соопределяешь, хорошо. Ты советуешься с другими, менее значимыми членами стаи. Замечательно. Вот С волчицей, она значима, вы что? Собственно говоря, что произошло только что? Я сказал, что, ребята, ситуация печальная. В этой стране мужики видят свой долг в том, чтобы после выполнения биологической задачи Да. полностью отойти от выполнения социальных функций. Да. После чего один из присутствующих возмутился и в течение 5 минут рассказывал нам с тобой, слышишь, о том, что он классный пацан, и он решает социальные функции нормально. И мы рады. Ну, в общем-то, да, это мы готовы ему аплодировать. Он нормальный хлопец. Что же вы держите себя в руках? Женя, ну давай похлопаем. Да. Спасибо. Приятно. Итак, мы выяснили, что Зеленский пацан правильный. Нормальный. Да, правильно. Но нам надо бы опыт Зеленского перенести в массы. Мы должны довести до сведения всех мужиков главное, что, ребята, если вы думаете, что она лучше вас знает, как помочь ребенку при ОРЗ, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что она лучше вас... Мы не говорим о том, что она не знает, но то, что она знает, примерно равно тому, что знаете вы. И вы не имеете морального права перед вашим ребенком, перед ней, бросить их на решение вот этих глобальных проблем. Что купить, где учиться, это должны решать вы вместе. И поэтому... Это наш долг, мужской. Да. Не оставлять их один на один. Всё. А теперь кошевой. Да. А что ты отмалчиваешься вообще? Мне интересно послушать умных людей. Женя, ну, скромно.